10 причин полюбить Ямал. Ямал переводится с ненецкого как «край земли», а путешественники 19 века называли его «ледяной пустыней». Почему сегодня сюда по-прежнему едут туристы? Зачем здесь требуются высококлассные специалисты? Что удивительного можно встретить на краю земли и чем она покоряет каждого, кто хотя бы раз на ней побывал? Сегодня мы постараемся найти ответы на эти вопросы и расскажем о 10 причинах полюбить Ямал. Город на полярном круге. Столица Ямала – Салехард. Это единственный в мире город, который расположен на широте Северного полярного круга – 66 градусов 33 минуты и 39 секунд северной широты. Отсюда до Северного полюса простирается Заполярье. Символом уникального расположения стала стела 66-я параллель. Ее видит каждый, кто въезжает в Салехард или выезжает из него. Гости города могут совершить церемонию пересечения полярного круга. Для этого нужно пройти через стелу. Всем, кто это сделает, в подтверждение вручат сертификат. А еще говорят, если в момент пересечения 66-й параллели загадать желание, оно непременно сбудется. Инновации и современные решения. Северный край не зря называют суровым. Здесь по-настоящему тяжелые условия для работы и жизни. Многолетняя мерзлота, долгая зима с холодами до минус 50 градусов и короткое лето, когда 80% территории покрыты озерами, болотами и реками. Однако приезжающие сюда гости неизменно удивляются комфорту, который создается для жителей. Во всех сферах применяются передовые технологические решения. Это не дань моде, а необходимость обеспечить безопасность людям и сохранить уникальную экосистему. Например, при разработке крупнейшего нефтегазового месторождения Баваненковского использовали высокоэффективные и безопасные инновационные технологии. Многие из них разработали ведущие научные институты страны специально для Ямала. Сложные условия влияют на все, в том числе на развитие социальной сферы. Так уже несколько лет действует проект «Кочевая школа». Он включает порядка 20 образовательных учреждений, которые работают в местах кочевий. Благодаря этому качественное образование могут получать более 450 детей. Особое внимание уделяется и медицине. Местные больницы оснащены новейшим оборудованием для оказания качественной и своевременной помощи. Это важно, ведь проживая в суровых условиях, нужно тщательнее следить за здоровьем и поддерживать его. Северная природа. На юге территория региона покрыта таежными лесами, а на севере тундрой, которая богата северной ягодой. Брусникой, голубикой, морожкой и костяникой. Здесь множество озер, болот и чистейших рек. А на западе округа на 200 километров простирается Уральский горный массив. Местами он достигает высоты до 1500 метров. Полярный Урал. Об Уральских горах на территории Ямало-Ненецкого автономного округа стоит сказать отдельно. Возраст полярного Урала около 600 миллионов лет. Древние ледники, нефритовая долина, водопады и бурные реки неизменно привлекают сюда любителей активного отдыха. Кроме того, на хребте Уральских гор находится крайняя восточная точка Европы. Она расположена возле озера Щучье и получила официальное подтверждение совсем недавно, только в 2015 году. До этого момента были известны 3 крайние точки Европы: северная в Норвегии, южная в Испании и западная в Португалии. Формула счастливой жизни по-ямальски. Многие слышали про финское хюгге, особую философию счастливой жизни. Но мало кто знает, что и у коренных народов Ямала найдется подходящее слово. По-ненецки счастье звучит как ябдова. Из чего состоит счастливая жизнь коренного народа Севера? Первое – это тундра. В ней нет чужих. Она – один большой дом для всех, и относиться к нему нужно с уважением. Второе слагаемое – олень. Здесь он и друг, и транспорт, и одежда, и жилье, и еда. Ненцы живут в согласии с природой. Они подстраиваются под жизненный цикл оленей, а не наоборот. Третья неотъемлемая часть жизни – чум. Это национальное жилище. Оно состоит из 30-50 шестов и покрывается слоями оленьих шкур. Гости говорят, что ночевка в таком чуме похожа на медитацию. Передать словами ощущение сложно, нужно попробовать самому. К слову, туристы могут это сделать. Местные жители окажут радушный прием, разместят в чуме, угостят едой и все расскажут о местном быте. Северное сияние.
Во время арктической ночи небо над Ямалом озаряется волшебным северным сиянием. Считается, что этот период длится с августа по апрель, но чаще увидеть самое красивое небо можно весной или осенью. Яркое свечение над ненецкими чумами представляет собой завораживающее зрелище. На Ямале существует сеть цифровых магнитовариационных станций. С их помощью метеорологи проводят исследования магнитного поля и составляют прогнозы северного сияния. Мамонтенок Люба. Богатое историко-культурное и природное наследие Ямала хранится в музейно-выставочном комплексе имени Шимановского. В коллекцию входят более 80 тысяч экспонатов. Одним из самых редких среди них является мамонтенок Люба. Это уникальная находка. Мамонтенок дошел до наших дней почти полностью сохранным, а ведь ему не менее 17 тысяч лет. Таинственный народ Сихиртя. В ненецкой мифологии рассказывается о народе, который живет под землей. Его называют Сихиртя. Представителей такого народа описывают как низеньких коренастых людей с белыми глазами. Они боялись дневного света и немного заикались. Согласно легендам, Сихиртя пришли на полуостров из-за моря. Они не были кочевниками и не разводили оленей. Вместо этого они охотились на диких животных. Мужчины и женщины носили красивую одежду с металлическими подвесками. В одних преданиях их называют хранителями золота и серебра, в других – кузнецами. Однажды народ Сихиртя переселился в сопки. С тех пор их представители выходят на поверхность только по ночам или в туман. Сегодня все желающие могут принять участие в экспедиции и пройти по следам Сихиртя. Туристам предлагают сплавиться по реке Надым и Обской губе, а также почувствовать себя настоящим кочевником и пожить в чуме, принять участие в ритуалах ненецкого народа и посетить священные места. День оленевода. Раньше, когда завершалась полярная ночь, одни народы праздновали День оленя, другие – День солнца. Сейчас все жители Ямала отмечают День оленевода. Он появился в 50-е, 60-е годы 20 века и был частью политики. У каждой профессии должен быть свой праздник. Сегодня День оленевода объединяет традиции и обряды коренных северных народов. Весь праздник длится почти 2 месяца. Он кочует по городам и поселкам, в которых задерживается на пару дней. День оленевода включает выступления местных фольклорных коллективов и национальные состязания, гонки на оленях упряжках, борьбу и прыжки через нарты. Ямальская кухня. Как мы уже говорили, на Ямале много рек и озер. Рыба, которая в них водится, стала основой питания коренных народов севера. Ее едят в любом виде – вареную и жареную, вяленую, копченую и даже сырую. Такими же способами употребляют и мясо оленя и диких животных. Поэтому главным блюдом традиционной ямальской кухни считается строганина, мясная или рыбная стружка. Ямал – это суровый край, где большую часть года длится зима, а лето совсем короткое. Это удивительное место, где сочетается современная жизнь и традиционный уклад. Это завораживающие, нетронутые человеком пейзажи и современные инновационные разработки. Ямал подходит не каждому, но тот, кто хотя бы раз побывал здесь, навсегда запомнит встречу с севером. Действительно ли Ямал – это край земли? Нам кажется, что здесь все только начинается. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий, а также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.